Всем привет, мои дорогие друзья. Вы тут как раз со мной. Что ж, сейчас я жду рейс в Дубае, чтобы снова прилететь в Рияд. Второй год подряд я еду в командировку в Рияд на 2 мероприятия в этом году. На музыкальный форум XP. Это что-то вроде как раз, форумы, воркшопы для музыкантов, артистов Саудовской Аравии. Уже в процессе монтажа видео я понял, что лучше стоит разделить одно большое видео на 2 отдельных. Первое я посвящу больше XP и Soundstorm одновременно, но акцент, конечно же, будет на XP, и я покажу в первом видео само мероприятие, то, как были оформлены площадки, локации и в целом как это проходило. Во втором видео я уже покажу Soundstorm. Во-первых, последнюю неделю подготовки Soundstorm, самую горячую пору, то, как мы готовили площадку, ставили стенды. И также само мероприятие, как уже там были оформлены зоны, площадки, сцена и так далее. Приятного просмотра! Итак, прилетел в Рияд, а сейчас еду в трансфере в отель. Поездка выдалась довольно такой напряжной, учитывая, что я заболел и горло давало о себе знать. Ладно, поехал чилить. 4 часа все-таки в дубайском аэропорту было достаточно, скажем так. Чуть-чуть с запасом, конечно, но если бы этих 4 часов не было в дубайском аэропорту, я бы с этим трансфером в терминал 2, я бы, конечно, очень сильно понервничал и побегал по аэропорту. Ну, отлично. В общем, сейчас заселюсь в отель, и можно будет расслабиться. Что ж, привет, мои дорогие друзья. Вот я наконец-то и приехал в Саудовскую Аравию. Практически 14 часов. Мне кажется, что даже гораздо больше. Сейчас здесь где-то примерно 18, но ветер дует, и мне вот собственно, в ветровке, в джинсовке и в толстовке вполне комфортно. Наконец-то этот день. Ну, сейчас 6 вечера. Да, здесь тоже темно в 6 вечера. Все-таки у нас зима. В Саудовской Аравии прохладно. Вот, какой у меня сейчас план? Я сейчас через полчасика пойду поем, шведский стол. Ужин не включен, но я его куплю. А пока что вы посмотрите рум-тур, который будет прямо сейчас. Итак, рум-тур. Здесь у нас на входе большая кровать и панорамное окно, из которого видно пробки Рияда. Вообще вид, конечно, красивый. Тут впереди нет высоток. Я нахожусь на 14 этаже. Ну, вид на пробки Рияда, почему бы и нет, чтобы поглазеть. Зато можно посмотреть вообще, что есть в округе. Я смотрю, что впереди есть какой-то, наверное, торговый центр. Посмотрим, что это такое. Вдруг, правда, торговый центр, в который можно заглянуть, что-нибудь купить. Огромная парковка. Я думаю, что здесь рано или поздно появится какое-нибудь высокое здание. Так, дома местных жителей, местных арабов. Я так понимаю, что все-таки это не зажиточные какие-то дома. Мы находимся где-то в центре города. И возвращаемся в комнате. Это я. Привет. Идем дальше. Ванная комната, душевая красивая, туалет и всяческие принадлежности. А вот и снова я. Вот и настал первый день моего путешествия в командировке, потому что до этого я поболел пару дней в отеле. Первый день я прилетел только. Второй день, вчерашний, я был все-таки в отеле, потому что еще один день я хотел отсидеться, никуда особо не ходить и не напрягаться. Температура еще не закончилась, поэтому все-таки
стоило отсидеться. Поедем сейчас на площадку. Я получу все необходимые документы, чтобы быть на площадке. Какой сейчас план? Помимо рабочих задач, нужно будет помочь в сборке сканеров. Я засниму этот процесс на видео, как это все происходит, что мы собираем и зачем это нужно. Довольно интересно. Площадка, я не думаю, что сейчас ее будет интересно показывать. Это просто будут строительные леса и не более того. Особо нечего смотреть. Я думаю, что только на самом мероприятии или там за пару дней будет интересно уже показать, как это выглядит днем и как это будет выглядеть уже вечером во время мероприятия самого. Такой план, собственно. Скоро поедем. Сейчас жду ребят. Вот я приехал на площадку. Это вот наши кибитки, где мы работаем, где работают в основном работники Back of House. В кибитках люди занимаются всем чем угодно. Вот мы, например, собираем сканер-девайсы. Кто-то сидит за компьютером, кто-то из маркетинга, кто-то какие-то вопросы решает. В общем, тут нет на фестивальной площадке какого-то отдельного здания офисного для работников. Но это почему бы и нет, это тоже вполне ок. Там комфортно сидеть, столы, стулья комфортные. Кондер есть, конечно, да. Но посмотрим, что вечером. Вечером в прошлом году было довольно холодно, кондеры включали на отопление. Но ничего. Позади меня это здание довольно крупное, и там находится наблюдательный центр. То есть там на мониторах показывают изображение со всех камер наблюдения, которые, скорее всего, сейчас не работают, а может быть, часть работает, но которые будут работать во время фестиваля на полную мощность. Там экраны, не знаю, если удастся туда попасть и показать вам, будет круто, я постараюсь. Не удивляйтесь, что я нахожусь на площадке Soundstore, несмотря на то, что мы готовимся к XP. Все-таки наш рабочий офис, все материалы к стендам и сканер-девайсам, они все находились на площадке Soundstore, и именно там мы проводили большую часть времени. А вот и я. Итак, моей первой задачей по хардверному обеспечению мероприятия является сборка RFID-девайсов, которые будут сканировать физические билеты, типа вот таких вот. Это пластик, внутри RFID-датчик, и он сканируется вот таким устройством. Это вот устройство внутрянка, которую наш тимлид и мобильщик, и по совместительству еще и хардверщик собирает и для нашего мероприятия. Моя задача сейчас простая. Брать вот такие вот болванки и подготавливать их, чтобы ребята закончили сборку со всем остальным. Моя задача: нужно поставить пластик сюда, заглушки всяческие полупрозрачные, потом поставить, прикрутить спикеры, закрыть все отверстия в этой болванке, через которые может попасть вода. Сейчас у меня задача собрать таких 5 штук и отдать ребятам. Дальше я уже буду, скорее всего, помогать в сборке других деталей, других компонентов. A few moments later. Вот теперь я занялся сборкой девайсов. Пока собираю, расскажу вам, собственно, что сегодня мы успели сделать. На удивление мало чего, если так судить. Да, мы сделали очень мало дел за сегодняшний день, если считать количество разных дел. Но вот сборка этих девайсов, которые еще не собраны, собственно. Я-то готовил болванки, и в которые мы вот так вот вставляем, например, монитор, RFID-считыватель. Я эти болванки-то собирал 9 штук, часа 4, потому что все-таки кажется, что да, мелочь, но нужно скрупулезно собирать каждую из них. И еще не все инструменты у меня есть. Они, например, нужно было скручивать гайки и болтики, и для гаек у меня нет ключа. Приходилось придерживать плоскогубцами, и это не всегда было удобно придерживать, чтобы быстро все закрутить. Ну и плюс иногда нужно было где-то больше, где-то меньше собирать, потому что где-то кулеры были уже вкручены, и мне не приходилось тратить на это время, а где-то кулеры приходилось вкручивать самому. Ну, окей, как бы, почему бы и нет. Тоже нужное дело. Что ж, какой план? Сейчас мы должны собрать примерно штук 5-6. Я не знаю, как у нас пойдет дело, потому что сейчас у нас 8:30 вечера. Я думаю, что мы не совсем по плану работаем. Все-таки, наверное, ребятам хотелось бы это закончить побыстрее.
Что ж, он еще не знает, что на самом деле мы закончили лишь половину девайсов, каждый из них наполовину. Ну, имеем, что имеем. Надеюсь, что вместе, втроем, когда к нам присоединятся все, мы сделаем 9 штук гораздо быстрее и поедем спокойно домой. Испугались? А вы не бойтесь. Что ж, XP идет в самом разгаре. Сейчас 7 вечера, практически 7 вечера. И людей, довольно-таки много. Получается, по нашей статистике около 300 или уже практически 400 человек. Люди ходят на воркшопы, ходят на какие-то выступления. Также играют диджеи. Тут довольно интересная такая будка, которая называется XP Air. И там играет девушка-диджей под кучей камер. Довольно забавно выглядит, как они ее снимают, она играет на камеру. Проходят какие-то воркшопы, проходят сэмплы. Я побывал на одном из воркшопов, где чел взял какой-то сэмпл из музыки и начал из него органить музыку. На эту тему высказался довольно умный человек. Правда, я не помню, как его зовут. И что сказал, я тоже не помню. Но мысль была хорошая. Еще один бесполезный факт, который я хотел бы с вами поделиться. Для того, чтобы снимать комфортно в Саудовской Аравии, я выставляю выдержку нестандартно. Какое правило есть в видеографии? Если мы снимаем 25 кадров в секунду, то значит выдержку мы должны поставить кратную частоте кадров в секунду. И если я ставлю 25 кадров в секунду, значит выдержку я должен поставить 1/50. Но в Саудовской Аравии, видимо, немного другая частота мерцания электросети, и поэтому здесь я должен ставить выдержку 1/40. Иначе на одном из моих старых видео, которое здесь снимал здесь, там видно вот такое волнообразное движение света от ламп. Собственно, вот чтобы избежать вот этого, мне нужно поставить выдержку 1/40, и тогда вот такого волнообразного движения света не наблюдается на камере. Как-то так. مسخت ايدينا مالناش نفس اخبار الشعب برد في البشيع لا بيروحنا. This here better be straight. This better be voiced now. О, а вот и вы. Надеюсь, что меня слышно. Я нахожусь в прекрасном месте с джазовой музыкой. Не совсем джазовой музыкой, но ремиксах, сделанных классным диджеем на основе джаза, джазовых этих поп и джаз-исполнителей. Что сегодня вышло? Я хотел бы рассказать вам о большом факапе, который случился со мной за сегодняшний день. Одной из моих задач на проекте MiddleBeats была разработка сканирования с помощью TOTP-кода. TOTP — это временный код. Здесь, к сожалению, во-первых, качество картинки оставляет желать лучшего, потому что освещение было неудовлетворительным, но я почему-то решил поснимать там. TOTP-код — это временный код, который генерируется на основе секретной строки, зашифрованной в Base32, и
с применением временной отметки по Unix времени. Время секунд с 1970 года, с 1 января, делится на равные промежутки времени. По стандарту это 30 секунд, у нас на проекте это было 20 секунд. В общем, делится на вот эти промежутки времени. И значение этой временной метки используется для генерации TOTP-кода 6 цифр, которые можно наблюдать, например, в Google аутентификаторе, когда мы используем их для двухфакторной авторизации. В нашей системе мы используем генерацию TOTP-кода, чтобы исключить случаи, когда люди хотят просканировать одновременно плюс-минус один и тот же QR-код и пройти вдвоем по одному билету. Сейчас мы сделали приложение NoFOMO, которое это исключает, и оно может генерировать динамический QR-код, который обновляется каждые 20 секунд. Собственно, внутри зашифровано то самое значение TOTP-кода. На бэкэнде мы его валидируем и проверяем, что оно совпадает с кодом, сгенерированным уже на бэкэнде по этому ключу на этот отрезок времени. Мой факап был в том, что по идее все эти системы, они должны учитывать и временной лаг, который может произойти во время отправки запроса. То есть, например, я печатаю сейчас временной код актуальный для одного промежутка времени, но на бэкэнду доходит в следующую секунду, которая уже становится частью следующего временного периода. И тогда система, собственно, должна тоже провалидировать код, что он совпадает с этой временной отметкой, с текущим периодом, и также он совпадает с предыдущим периодом. Если совпадает, значит все окей, просто сменился код за время дохождения запроса на бэкэнд, и человека можно пропустить. Мой факап был в том, что я не валидировал, не учитывал вот этот самый предыдущий промежуток времени. Да, я его первично валидировал, что он успешно, что вот этот промежуток времени пришел не позже 5 минут, так мы по бизнесу настроили, но в данный момент времени на бэкэнде все равно использовалась текущая метка времени, и, соответственно, динамический код не валидировался в части кейсов, произошедших у клиентов. Статистику собрать сложно, сколько было удачных и неудачных, но довольно много таких ситуаций возникало, когда у человека просто код не сканируется, потом хоп, и просканировался со второго или с третьего раза. Во время мероприятия мы, конечно, это быстро исправили, убрав динамическую генерацию кода на статическую, но на следующий день, конечно, мы уже починили все на бэкэнде и сделали динамическую генерацию кода снова возможной. О, вы здесь снова. Отличная погода, не так ли? Пальмы, солнышко, утро, 8 утра и немного Christmas песен на фоне перед отелем. Все-таки этот контраст меня никогда не перестанет удивлять. Хотел поделиться наблюдениями вообще пока что за неделю. Мне кажется, что Саудовская Аравия потихоньку становится быть похожей на Эмираты, где, в принципе, все более-менее свободно, как в любой другой стране. То есть Саудовская Аравия перестает быть закрытой. Я вижу, как на фестивале очень много открытой молодежи, хорошо одеваются, кто-то экстравагантно, кто-то в стиле мода для каждого, а стиль нет. Но окей, не в этом суть. Суть в том, что они стали открыто проявлять себя. При этом есть и люди в арабской одежде, почему нет? Но все они живут все вместе, так же, как в Дубаях и в Абу-Даби. Также я стал наблюдать, что очень много блогеров на фестивале приходят с камерами, снимают всех подряд. В прошлом году, конечно, было поменьше людей. Посмотрим, что будет на Саундшторме, но здесь мне понравилось, что люди открыты, люди не стесняются снимать все на камеру. Все-таки в прошлом году, когда я сюда приезжал, каждый второй гайд в интернете пугал меня, что здесь все закрыто и так далее. Мне нравится, по какому вектору идет Саудовская Аравия, и хотелось бы, чтобы это продолжалось. Будем наблюдать.
вы все еще тут. Спасибо, что были со мной во время этого видео. Я постарался вам показать, что мы делали во время мероприятия XP, как мы поддерживаем систему, с какими проблемами столкнулись и как вообще решаем, вообще, что мы, как разработчики этой системы, делаем для того, чтобы мероприятие пошло гладко. Спасибо, что посмотрели мое видео. До новых встреч! عم بقدم شكرا لكم. خلص هيا شكرا. بعد هيك رح تسمعوا شوي من